Приветствую, друзья, на канале Каска. Сегодняшнее видео посвящено оптимизации в Clair Obscur Expedition 33. Вы узнаете, какие параметры графики за что отвечают, на что влияют и что лучше выбрать для конкретно вашей системы. Игрушка сделана на Unreal Engine 5, но касаясь предыдущей игры на том же самом движке, Oblivion Remastered, в Clair Obscur мы видим явно более лучшую оптимизацию. По крайней мере, смена настроек графики влияет на FPS, как и другие виды масштабирования. Лайки, дизлайки и подписка на канал приветствуются. Быстренькая рекомендация своего Boosty и погнали! Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Начнем мы с вами сразу же с настроек графики. Говорить за параметры сглаживания без вида масштабирования по сути нет смысла, потому что визуальная часть еле заметна, особенно на более высоком разрешении. Но на производительность влияние есть. Не на всех локациях, но там, где присутствует, обычно каждый переход скушает по 1%. Лишь эпическое качество целых 8%. Раз уж мы заговорили за вид масштабирования, давайте с ним и продолжим. В игре присутствуют три вида – TSR, XS и DLSS. FSR в этот раз в пролете. Возможно, в будущем добавят. Долго заострять внимание на масштабирование не будем. XS дает больше мыльца, но и примерно от 5 и до 15% повышает производительность, в отличие от TSR. Плюс XS имеет большое количество различных пресетов, что дает возможность более детально и без заморочек настроить игру. Но и TSR не будем списывать со счетов. Мы можем вручную задать значение и тем самым приблизиться к XS, но с меньшим количеством мыльца. Также не забывайте за настройку резкости в софте вашей видеокарты. Тени отвечают за разрешение теней. Чем выше качество, тем лучше они считываются. Правда, вот на начальной локации я обнаружил, что тени также отвечают и за отображение света в лампах. Не знаю, баг это или нет, но факт остается фактом. Касаемо производительности. Каждый переход скушает по 5%, а эпическое качество около 10%. Я рекомендую высокое качество, но если вам не хватает FPS, ставьте низкое. Тени хоть и теряют свою детализацию, но зато не превращаются в кашу. Как гласит описание, глобальное освещение имитирует отражение света от поверхностей, что не на всех локациях будут происходить какие-то визуальные изменения. Да и на FPS это никак не влияет, кроме эпического качества, которое скушает от 5 и до 10% производительности. Мне кажется, здесь выбор очевиден, это высокое качество. Отражение отвечает за более точные и детальные отражения. Вместе с ними и частично затрагиваются различные изменения в ландшафте. Все пресеты качества скушает не более 1% производительности. Я рекомендую высокое, можно даже ультра. Параметр постобработки отвечает за качество всей группы постобработки. Это размытие, виньетка и так далее. Каждый пресет постобработки скушает до 1% производительности. А вот уже группа постобработки что-то на уровне погрешности. Я рекомендую следующее. Если вам нравится размытие, виньетка и так далее, включайте или отключайте по своему вкусу. Параметр постобработки можете поставить на низкое либо среднее качество, потому что не так сильно влияет на визуал. Текстуры отвечают не только за детализацию текстур, но и будто накладывается какой-то эффект затенения. Работает странно, потому что не везде можно увидеть разницу. А там, где предоставляется такая возможность, мы видим, что низкое и высокое качество абсолютно одинаковые, как и среднее с ультра. Низкое отличается от среднего большим затенением и худшей детализацией поверхности. На FPS и видеопамять влияния я не обнаружил. Тем не менее, какой-то совет вам дать не могу. Смотрите, что вам больше нравится из данных примеров.
Визуальные эффекты, как гласит описание, отвечают за частицы и динамическое освещение. По своим тестам визуальных изменений вообще не обнаружил. Зато по производительности можете потерять до 5%. И я рекомендую не гадать, а просто поставить низкое качество. Растительность отвечает за плотность и детализацию всей зелени. Для меня данный параметр очень важен, так как, на мое мнение, он отвечает за погружение в игру. Но главное здесь не переборщить, потому что есть места, где данной зелени слишком много. С другой стороны, мы без проблем можем найти объяснение, почему ее так много. Каждый переход скушает от 3 и до 5% производительности. И я рекомендую среднее качество, но если есть запас по FPS, ставьте высокое либо ультра. Затенение отвечает за взаимодействие света с поверхностью. Чем выше качество, тем плотнее лучи света, пробивающиеся через деревья. Низкое, среднее, высокое качество никак не влияет на производительность, а ультра скушают около 5%. И я рекомендую высокое качество. По концовочке рекомендую вам ограничить количество кадров до 60, если ваш процессор работает из последних сил. Обязательно включаем язык озвучки французский, плюс к погружению. А если у вас видеокарта от AMD, в профиле с конкретной игрой отключайте антилаг. Во-первых, это повысит чутка производительность, во-вторых, избавит от большинства статтеров. Как-то так, ребятки, игрушка мне понравилась. Пошаговые бои — это прям моя слабость. А сюжет и весь этот романтик просто завораживает. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.